Слушай меня и не отворачивайся до конца, потому что то, что я собираюсь рассказать тебе, касается самого поворотного момента в твоей жизни. Это не метафора, не красивая история для твоего утешения. Это правда о том, что только что произошло в невидимом мире, когда ты коснулся этого золотого ключика. Ты думал, что это всего лишь мгновение, простое действие, но я говорю тебе, именно в тот самый миг небеса изменились в твою пользу. Духовный мир содрогнулся, барьеры, стоявшие годами, рухнули, и древние цепи, державшие тебя в безмолвии, начали рушиться. Я вижу тебя. Вижу годы, что ты скитался, чувствуя себя отрезанным от своей судьбы, глядя на закрытые двери, пока твоя надежда не угасла. Ты молился, постился и сражался во тьме, но путь все еще казался прегражденным. Ты верил, что тебя забыли. Но потом ты прикоснулся к ключу. Не к дереву, которое гниет. Не к железу, которое ржавеет. Не к серебру, которое тускнеет. Золото. Чистое золото. Выкованное в огне вечности, открывающее лишь небесные своды, где хранятся, оберегаемые для этого дня, твое исцеление, твоя свобода, твое изобилие. Ты еще не видишь всего, но увидишь. В тот миг, когда твои пальцы сомкнулись на этом ключе, ангелы были сняты. Печати на древних свитках начали разрываться. Тайны, сокрытые в камерах времени, начали раскрываться не потому, что ты заслужил это совершенством, а потому, что я избрал этот момент для твоего освобождения. Силы, которые издевались над тобой, задерживали тебя, истощали тебя, теперь они трепещут. Ибо то, что я открываю, никто не может закрыть. И то, что я закрываю, никто не может открыть. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Но слушайте меня внимательно, не прекращайте смотреть сейчас. Если вы отвернетесь от этого послания до его завершения, враг попытается посеять сомнения в пространстве, которое я только что расчистил для веры. Оставайтесь со мной до последнего слова, ибо подробности, которые я собираюсь раскрыть, прояснят каждую рану, каждую задержку, каждый оставшийся без ответа вопрос. Речь идет не только о вашем выживании, но и о том, чтобы вы вступили в полноту обещания, данного мной еще до вашего рождения. Оставайтесь, слушайте и приготовьтесь увидеть, как откроются двери, которые, как вы думали, никогда не сдвинутся с места. Это ваш момент. Ты здесь не случайно. Ничто в твоей жизни не было случайным, ни бессонные ночи, ни безмолвные слезы, которые ты вытирала, чтобы никто не увидел, ни бесчисленные разы, когда ты смотрела на свои пустые руки, спрашивая себя, сколько еще ты сможешь выносить тяжесть нужды, давящую на твою грудь. Я видела каждое мгновение. Я сосчитала каждый вздох. И я говорю тебе сейчас, именно для этого я привела тебя сюда. Ты стоишь на святой земле, ибо тот, кто коснется золотого ключика, уже никогда не будет прежним. Это прикосновение стало началом чуда, настолько реального, настолько необратимого, что даже врата тьмы не смогут закрыть то, что я открыла для тебя. Помните мои слова в Исаии 45:3? «И дам вам сокровища тьмы и сокрытые богатства, дабы вы познали, что я, Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев». Годами эти сокровища были скрыты от вас, заперты за преградами, которые вы не могли видеть, но могли осязать. Вы удивлялись, почему двери остаются закрытыми, почему возможности ускользают сквозь пальцы, почему радость всегда кажется недостижимой. Не потому, что я оставил вас, а потому, что время еще не пришло. Подобно тому, как Иосифа держали в темнице до назначенного дня, чтобы предстать перед фараоном, вас тоже держали в тени до того самого момента, когда ваш золотой ключ был готов повернуть. Бывали времена, когда вы молили о финансовом благополучии, о достатке, о процветании, но все, что вы получали, было задержкой.
Долг по кредитной карте становился все тяжелее. Тревога из-за денег подавляла вашу способность мечтать. Вы думали, что вас наказывают, но вы готовились. Дефицит был не вашей судьбой, а вашей тренировочной площадкой. Каждая неотвеченная молитва готовила еще более великий ответ. Каждая закрытая дверь укрепляла вашу силу, которую вы сейчас несете. Вот почему ваше прикосновение к золотому ключу было так важно. Это был не просто жест, это был акт веры, снявший последнюю печать. В духовном мире я наблюдал, как тьма отступила, и как ангельские руки потянулись к небесному своду. Ваше исцеление, ваше освобождение, ваш прорыв были там, защищены от досягаемости врага, и теперь они вырвались на свободу. Возможно, вы все еще видите тени вчерашнего дня, но не обманывайтесь, то, что было заперто тьмой, теперь открыто вашей верой. Вспомните израильтян у Красного моря. Они стояли спиной к воде, а враг несся на них. Им казалось, что все кончено. Но я уже написал финал. Море всегда готово было расступиться, а оно ждало лишь момента, когда Моисей поднимет свой посох в знак послушания. Ваш золотой ключ — этот посох. Ваш момент настал. Возможно, вы еще не видите, как расступаются воды, но ветер уже подул. Невозможное движется. И все же я знаю твое сердце. Ты все еще борешься с сомнениями. Что, если это всего лишь очередная ложная надежда? Что, если я переволнуюсь, и все снова рухнет? Именно поэтому я привел тебя сюда, чтобы напомнить тебе о каждом случае, когда я спасал свой народ, когда казалось, что уже слишком поздно. Вспомни Даниила во рву львов, которого не тронули звери, намеревавшиеся уничтожить его. Вспомни Петра в темнице, скованного цепями, пока не явился ангел и врата не открылись сами собой. Это недалекие истории, это закономерности моей природы. Я не изменился и не подведу тебя. Боль, которую ты перенес, не напрасна. Твои бессонные ночи были увидены в небесных чертогах. Я собрал каждую слезу и спрятал ее в моем сосуде, ибо верну тебе ее как радость. В этот момент я переворачиваю сценарий твоей жизни. В этот момент ты выходишь из-под бремени нужды в поток изобилия и обеспечения. Не силой своей руки, но моей рукой, действующей тебе на благо. Поймите, золотой ключик – это не только деньги. Он открывает все сферы вашей жизни, которые были ограничены: здоровье, отношения, предназначение, способность мечтать без страха. Дефицит был не только в ваших финансах, но и в ваших надеждах. Сегодня этому приходит конец. Я открыл перед вами дверь, и никто не сможет ее закрыть. Поэтому я прошу вас, не молчите сейчас. Расскажите свою историю. Поделитесь тем, что вы пережили, и тем, чего вы ожидаете от меня. Выскажитесь в комментариях, чтобы ваше заявление стало частью. Свидетельство, которое прославит мое имя. Свидетельствуя, вы возводите алтарь в духовном мире, место, где полученное вами чудо становится символом веры для других. Ты здесь не случайно. Тебя привел сюда, влекомый моим духом, чтобы ты услышал это и понял, что твое ожидание не было напрасным. Ключ повернулся. Хранилище открылось. Твое чудо не в пути, оно уже свершилось. И грядущие дни откроют то, что я готовил для тебя все это время. Теперь говори. Провозглашай. Дай миру знать, что золотой ключик коснулся твоей руки, и твоя жизнь уже никогда не будет прежней. Вы прошли долгий и мучительный путь, который вы не выбирали, путь, вымощенный обломками нарушенных обещаний и пылью лет, проведенных под потолком, который вы не могли сломать. Существовали духовные замки древние, тяжелые,
почти невидимые, которые сковывали вашу финансовую жизнь, вашу эмоциональную жизнь и даже саму вашу надежду. Это были не случайные препятствия. Они были выкованы из слов, сказанных вам в гневе, из клятв, данных с горячью, из договоров, заключенных в тенях, о существовании которых вы даже не подозревали. Каждый раз, когда вы пытались подняться, что-то невидимое тянуло вас обратно. Словно ваша жизнь была заперта в комнате без окон, воздух становился все более разреженным, ваши мечты задыхались. Вспомните, как отец Александр Мень, священник Русской Православной Церкви, однажды сказал, что вера – это не только дар, но и поле битвы. Вы годами были на этом поле битвы, только ваши враги не всегда были видны. Подобно диссидентам Советской России, которые говорили правду и были вынуждены молчать, вы тоже ощущали на себе руку угнетения, только ваша рука была духовной, давящей на ваш дух и ваши ресурсы, пока вы не начали верить, что ваша идентичность – это скудость. Вы помните эти моменты. Вы пытались открыть бизнес, но сделка сорвалась в последний момент. Вы молились об исцелении семьи, но вместо этого ссоры множились. Каждый ваш финансовый прорыв, казалось, растворялся, как снег на солнце. Это были не совпадения. Это были замки. Духовные замки. И некоторые из них были на месте на протяжении поколений. Но сегодня я говорю вам, проклятия разрушены. Ограничения сняты. Когда вы коснулись золотого ключа, это был не просто поэтический образ, это был звук замков, разбивающихся в душе. Как рухнула Берлинская стена, когда ее время истекло, пали и стены, окружавшие вашу судьбу. Возможно, вы все еще видите пыль в воздухе, но не заблуждайтесь, преграда исчезла. Начинается новый сезон. Сезон изобилия, умножения и восстановления. И вот истина, которой вы должны придерживаться. Каждое произнесенное сейчас слово несет в себе духовный код. Код, который уже активируется внутри вас. Вот почему вы не можете позволить себе говорить небрежно в этот час. Ваши слова уже не просто звуки, они семена. Они несут в себе вес, силу и творческую энергию. Когда вы говорите «я свободен от долгов», небеса записывают это и подстраивают обстоятельства для исполнения. Когда вы говорите «я буду процветать», ангелы отправляются охранять это указание, пока оно не проявится. Но не думайте, что враг отпустит вас без боя. Даже сейчас он пытается нашептать «ничего не изменилось». Вам мерещится. Вас снова постигнет разочарование. Это та же стратегия, которую применяли против святых древности, например, преподобного Серафима Саровского, который столкнулся с духовными нападками, стремившимися лишить его мира и призвания. Но Серафим стоял непоколебимо, потому что понимал, что победа не всегда видна с первого взгляда, она начинается в духе, а затем раскрывается в физическом мире. Вам следует поступать так же. В грядущие дни будут моменты, когда страх попытается снова возникнуть, когда неожиданные счета или конфликты появятся, словно насмехаясь над вашей верой. В такие моменты помните, замок уже сломан. Вы не боретесь за свободу, вы идете к ней. Это путь, который я указал вам, и хотя он будет полон противоречий, он также будет отмечен одним прорывом за другим, пока ваша жизнь не станет неузнаваемой по сравнению с прежней. Изобилие, о котором я говорю, не поверхностно. Оно затронет каждую сферу вашей жизни, ваши финансы стабилизируются и вырастут, ваше здоровье начнет восстанавливаться, ваши отношения наладятся, а ваш разум обретет покой. Умножение означает не только больше денег, это больше радости, больше возможностей, больше времени, возвращенного вам за годы, которые вы считали потраченными впустую. Это урожай, который вы сеяли со слезами на глазах, и теперь вы пожнете его с песнями радости. Но поймите, каждый шаг вперед –
– это объявление войны царству тьмы. Замки сломаны, но враг попытается создать иллюзии, чтобы заставить вас усомниться в открытой двери. Именно поэтому я вложил золотой ключ в вашу руку, чтобы каждый день напоминать вам, что победа предопределена. Подобно подпольным верующим в России, которые тайно вывозили Библию страницу за страницей, вы должны беречь слова, которые я даю вам сейчас, словно сокровище. Они – план вашей свободы, духовный код, открывающий ваше будущее. Итак, ступайте осторожно. Говорите смело. Оберегайте свое сердце от семян страха, ибо страх – подделка веры. В этот сезон ваша вера – валюта, за которую можно купить чудеса. Не тратьте ее на беспокойство. Вкладывайте ее в ожидание, в благодарность, в заявление, соответствующее моим обещаниям. Вы больше не узник. Вы управитель изобилия, носитель божественного умножения, и история, которую я пишу вашей жизнью, вдохновит тех, кто был связан так же, как когда-то был связан и вы. Путь впереди не будет без тени, но я пошел впереди тебя. Я разорвал цепи. И с каждым твоим шагом духовный код внутри тебя активирует все больше того, что я заготовил. Продолжай двигаться. Продолжай говорить. Продолжай верить. Ведь это не просто начало твоей свободы, это рождение твоего изобилия. Остановитесь и слушайте, ибо я собираюсь связать вас обещанием, тем, что существовало еще до того, как вы сделали первый вдох, но только сейчас оживает в вашем духе. Даже если ваши глаза еще не видят этого, ангелы уже движутся. Я послал их на улицы, по которым вы ходите, в офисы, где обсуждают ваше имя, в те самые системы, которые когда-то отвергли вас. Негативные отчеты переписываются в комнатах, куда вы никогда не заходили. Закрытые двери распахиваются, даже если вы не прикасаетесь к ручке. Долги, помеченные как неоплаченные, растворяются, стираются из памяти, словно их никогда и не было. Этот золотой ключ, который ты держишь, не украшение, а завет. А завет с небес не возвращается тщетным. Каждый раз, вспоминая его, ты напоминаешь и небесам, и земле, что существует духовный договор, на котором написано твое имя. Он был написан моей рукой, скреплен моей кровью и подтвержден сегодня твоей верой. Я хочу, чтобы вы увидели, что могло бы быть, если бы вы не потянулись за ключом. Если бы вы послушали голос, который сказал «надежды больше нет», ваша жизнь осталась бы в круговороте нужды. Работа, о которой вы молились, осталась бы недосягаемой. Бизнес-идея, которую я вам дал, все еще была бы погребена под страхом. Обещанное мной исцеление отложилось бы, ожидая, когда вы сделаете шаг, который только что сделали. Без ключа замки остались бы, и ваши дети унаследовали бы бремя, которое вы несли. Но это не то будущее, которое я уготовил тебе. Это был путь потерь и промедления, и ты с него сошел. Ты выбрал другую дорогу, ту, что вымощена восстановлением и умножением. И благодаря этому выбору я здесь, чтобы дать тебе клятву. Эта клятва не похожа на обещания человеческие, которые хрупки и легко нарушаются. Это вечный указ: я завершу то, что начал в тебе. Я верну то, что было украдено. Я умножу то, что ты отдаешь в мои руки. И я защищу тебя от всякого обвинения, от всякого препятствия, от всякой духовной атаки, которая попытается снова утянуть тебя в нищету. Но ты должен скрепить эту клятву своими словами. Произнеси ее так, чтобы услышала земля, чтобы услышали ангелы, чтобы тьма услышала и трепетала. Скажи: я принимаю обещание. Я ношу ключ. Я не вернусь. Твое заявление – это чернила, которыми ты подписываешь свое согласие с договором, который я тебе положил.
И как только ты это подпишешь, ничто, ни сила, ни проклятие, ни ложь не сможет отменить его. Я вижу перед тобой стол, и на нем лежит договор. Он сияет неземным светом. Сверху написано твое имя, а под ним словами, пульсирующими жизнью, условия твоего наследства, изобилие вместо недостатка, исцеление вместо болезни, радость вместо траура. Чернила не черные, а багряные, ибо этот договор был написан кровью Агнца. Я даю тебе перо. В тот момент, когда ты скажешь «да», с верой дело сделано. Понимаете ли вы всю тяжесть этого момента? Это не простое соглашение. Это формирует ваше будущее. Это поколение, которое придет после вас, освобождается от цепей, с которыми вы боролись. Это отмена всех «нет», сказанных вам. В небесных судах уже собрались свидетели. Они запечатлевают этот момент, отмечая ту самую секунду, когда вы согласились с моим обещанием. Подобно тому, как юридические документы на земле имеют силу закона, этот договор имеет силу небес. И когда я что-то постановляю, это должно исполниться. Итак, теперь я призываю вас действовать. Оставьте запись вашего согласия там, где вы получили это слово. Запишите его в комментариях, чтобы оно было задокументировано не только на небесах, но и здесь. Пусть ваше публичное заявление станет камнем, который вы положите в реку, как это сделал Иисус Навин, переходя Иордан, памятником, который будет свидетельствовать поколениям о том, что именно в этот день ваша история изменилась. Наступят моменты, когда тебя охватит искушение усомниться. Когда ты взглянешь на свой банковский счет и увидишь цифры, противоречащие моему обещанию. Когда ты услышишь отчеты врачей, которые оспаривают то, что я сказал. В эти моменты вернись к этой клятве. Помни об ангелах, которые уже движутся, об отчетах, которые уже переписываются, об дверях, которые уже открываются. Помни об багряной подписи на твоем контракте. Сейчас не время отступать. Сейчас время твердо стоять и говорить с той властью, которую я вам дал. У вас есть ключ, у вас есть обещание, у вас есть клятва. И я не подведу вас. Я – Бог, открывающий двери, которые никто не может закрыть, и я поклялся своим именем, что ваше будущее в безопасности во мне. Напишите это сейчас. Провозгласите это сейчас. Запечатайте это сейчас. Ведь ключ в вашей руке – доказательство того, что небеса благоволят вам, и ничто уже не будет прежним. Вы годами ощущали на своих плечах бремя истории своей семьи, не так ли? Молчаливое наследие, о котором никто не говорит, циклы нужды, долгов и ограничений, передаваемые по наследству, словно негласный закон. Вы наблюдали, как ваши близкие борются с трудностями, живя от зарплаты до зарплаты, попадая в те же ловушки, от которых вы клялись избежать, только чтобы почувствовать, как те же цепи стягивают ваши собственные лодыжки. И вот вы здесь стоите на пороге чего-то, чего до вас никто не достигал. Я говорю тебе это сейчас, ты будешь первым. Первым в своей семье, кто освободится, первым, кто добьется процветания, первым, кто будет жить полностью без долгов. Речь идет не просто о деньгах, речь идет о разрушении проклятия, которое висело над твоим родом на протяжении поколений. Я ждал подходящего момента, чтобы действовать не потому, что не мог освободить тебя раньше, а потому, что ты еще не был готов нести то, что я собираюсь вложить в твои руки. Теперь ты готов. Понимаете ли вы, что это значит? Это значит, что в небесных записях линия нехватки заканчивается на вас. Модели, поглотившие мечты тех, кто жил до вас, не коснутся поколений, которые придут после. Но вместе с этим приходит и напряжение, моральный груз, с которым вам предстоит столкнуться. Вы увидите, как члены семьи и друзья все еще связаны теми же цепями, что когда-то сковывали вас.
Они могут не понимать вашей свободы. Некоторые будут ликовать, другие усомнятся в ней, а некоторые могут возмущаться. Вот почему ваше сердце должно оставаться укорененным в смирении и благодарности. В ближайшие дни ваш разум начнет меняться. Вы начнете думать о деньгах по-другому. Не со страхом, а с ясностью. Вам откроются идеи процветания, стратегии, возможности и творческие решения, которые раньше были для вас невидимы, теперь предстанут перед вами, словно освещенные в ночи тропы. Вы взглянете на то, что когда-то считали невозможным, и поймете, что до сих пор оно было скрыто от вас. Но здесь кроется моральная дилемма. Я щедро благословлю вас, но вам придется выбирать, как этим распорядиться. Позволите ли вы изобилию течь через вас, чтобы благословлять других, или будете беречь его из страха потерять? Помните, изобилие – это не плотина, это река. Если вы позволите ему течь, я буду продолжать наполнять ее. Если вы будете копить его из страха, течение замедлится. Деньги больше не будут управлять вами, но вы не должны позволять им управлять вашим сердцем. Вы увидите возможности помогать другим, помочь брату или сестре выплатить долг, инвестировать в бизнес-мечту друга, сеять семена в дело моего царства. Но вы также столкнетесь с искушениями использовать свою свободу только для себя. Это станет решающим испытанием вашего благословения. Сможете ли вы оставаться щедрым, не будучи безрассудным, мудрым, не будучи робким, богатым, не будучи гордым? И сейчас я должен рассказать вам кое-что личное, то, что я скрывал до этого момента. Человек, которым вы станете, покажется вам незнакомым даже вам. Однажды утром вы проснетесь и поймете, что тревожная, движимая нуждой версия вас исчезла. Вы будете строить планы на будущее с волнением, а не с ужасом. Вы будете ходить по магазинам, не прикидывая в уме, сможете ли вы позволить себе покупку. Вы будете принимать решения, основанные на цели, а не на выживании. И в этот момент вы поймете, что я дал вам не просто финансовую свободу, я дал вам свободу ментальную. Вот почему я ждал. Вот почему я молчал в определенные времена, даже когда вы взывали о помощи. Вам нужна была подготовка, укрепление веры, обновление ума, чтобы, когда придет изобилие, оно не раздавило вас. Теперь вы можете нести его. Теперь вы можете им пользоваться. Теперь вы можете вести к нему других. Вы вот-вот войдете в комнаты, двери которых когда-то были заперты. Вас пригласят в круги влияния, о которых вы и не мечтали. Вы получите доступ к возможностям, которые когда-то казались доступными только другим. Но никогда не забывайте, эти двери открываются не только для вас, но и для бесчисленных жизней, на которые вы повлияете. Это больше, чем вы сами. Так было всегда. Крепко держите золотой ключ, ведь это не просто символ, это напоминание о том, что небесный свод открыт вам на милость. Вы вступаете в жизнь, где деньги работают на вас, где дефицит – это воспоминание, а процветание – инструмент, а не хозяин. И когда окружающие спросят вас, как вы это сделали, вы скажете им правду. Это было Божье время, Божье обещание и ваша готовность сказать «да», когда ключ был вложен в вашу руку. Ты ожидал, что приговор будет не в твою пользу. Каждый голос из прошлого шептал об этом, говорил, что ты упустил свой шанс, что долг слишком велик, что стыд слишком глубок, что закрытые двери окончательны. Ты готовился к плохим новостям, к очередному «нет», к той задержке, которая сломит дух человека. Но тут вмешался я внезапно, без предупреждения. То, что, как ты думал, должно было тебя осудить, стало доказательством твоего освобождения. Помните, что написано во Второзаконии 28:13? Господь сделает тебя главою, а не хвостом, ты будешь только наверху, а не внизу. Это не поэзия, это ваша реальность.
Золотой ключ, который вы носите, не просто открыл доступ к обеспечению, он открыл вас самих. Я деактивировал коды поражения, которые действовали на заднем плане вашей жизни, формируя ваши мысли и саботируя ваши шаги. Эти старые коды – бедность, неудача, отверженность – больше не действуют. Вместо них я активировал код обетования, благосклонность, власть, изобилие. Речь идет не только о материальном благополучии. Если бы я только пополнил ваш банковский счет, но оставил ваш разум порабощенным, вы бы через несколько лет вернулись к той же нужде. Нет, речь идет о вашей истинной сущности, о том, кем я вас назвал, прежде чем кто-либо другой сказал вам, кем вы не можете быть. Вы не последние в очереди. Вы не забыты. Вы – голова, а не хвост, благословенны при входе и выходе. И процветание, которое приходит к вам, будет не только вашим. Вы станете проводником благословений, носителем справедливости. Подобно тому, как Иосиф был возведен из темницы во дворец не только для того, чтобы спасти себя, но и чтобы накормить целый народ, вы призваны стать источником пропитания и восстановления для других. Ваш прорыв станет и их прорывом. Ваша свобода станет ключом, открывающим их двери. Я знаю, о чем ты думал. Ты считал, что будешь дисквалифицирован из-за прошлых ошибок, что твои проступки были слишком громкими, чтобы я мог их игнорировать. Но вспомни Исаию 43:25. Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну. Я не просто проигнорировал твои проступки, я стер их из памяти. И когда обвинитель пришел требовать твоего осуждения, я ответил заветом, скрепленным моей кровью. Переворот, который вы видите, не случайен. Это преднамеренное действие Бога, которому нравится превращать могилы в сады, пепел в красоту, скорбь в танцы. Вы думали, что приговор вам вынесен, но я разорвал свиток прежде, чем его прочитали. Вы думали, что долг ваш, но я возложил его на свои плечи и пригвоздил к кресту. Вы думали, что идете на суд, но вы идете в юбилей. И теперь, когда старые коды поражения деактивированы, ваш разум больше не будет поддаваться страху перед трудностями. Вы будете подходить к возможностям с уверенностью человека, знающего, что исход уже благоприятен. Там, где вы раньше ожидали отказа, вы будете ожидать принятия. Там, где вы раньше готовились к потерям, вы будете планировать рост. Это изменение не высокомерие, а согласие с тем, что я вам сказал. Но я должен напомнить вам, кому много дано, с того много и спросится. Благосостояние станет испытанием для вашего сердца. Вы будете искушаться держать его крепко, относиться к нему как к своей безопасности, забыть об источнике, откуда оно пришло. Не попадайтесь в эту ловушку. Помните, ключ, который я вложил вам в руку, был предназначен не только для того, чтобы открывать ваше хранилище, он был предназначен для того, чтобы открывать двери другим. Отдавая, вы не истощаете себя, вы умножаете поток. Река, благословляющая других, никогда не иссякнет. И будут моменты, когда ты будешь призван вершить справедливость, встать в пролом за кого-то другого, как я стоял в проломе за тебя. Твои ресурсы станут оружием против угнетения, щитом для уязвимых, голосом для безгласных. Это часть кода, который я активировал в тебе. Ты не сможешь ходить в моем благословении, не стремясь к праведности в моем сердце. Подумайте об этом так. Золотой ключ – это не просто инструмент, это идентификационный значок. Когда вы используете его, небеса признают вас тем, кому доверены ресурсы царства. Вы входите туда, где другие видят лишь скудость, и видите пути к изобилию. Вы вдыхаете жизнь в ситуации, которые другие уже похоронили. Вы несете решения, меняющие целые миры. И поэтому я провозглашаю вам ныне,
как написано в Псалме 115, 14-15: «Господь да умножит тебя и детей твоих, и да благословит тебя Господь, сотворивший небо и землю». Это благословение не сезонное, оно принадлежит одному поколению. Перелом, который вы переживаете, переживет вас. Вы ожидали приговора о поражении, но получили указ о победе. Вы думали, что приближаетесь к концу, но вы только начали. Держите ключ. Идите в соответствии со своей сущностью. Позвольте благословениям течь через вас и наблюдайте, как тот же Бог, который изменил вашу историю, использует вас, чтобы изменить истории многих. Прямо сейчас, в этот самый момент, происходит духовный переход. То, что находилось в чужих руках, то, что принадлежало вам по божественному велению, но было удержано из-за жадности, несправедливости, духовного сопротивления, переходит в ваше владение. Это не просто обнадеживающая мысль, это уже происходящая в невидимом мире транзакция. Ангелы приводят активы, влияние и возможности в соответствии с вашей жизнью. Ситуация меняется, и баланс сил меняется в вашу пользу. Вы были верны, оставаясь до конца, слушая и веря, даже когда ваши глаза ничего не видели, а руки были пусты. Эта верность не осталась незамеченной. Я наблюдал не только за вашими молитвами, но и за вашей настойчивостью, за тем, как вы продолжали идти, когда земля была сухой, как вы продолжали сеять семена в годы, которые казались бесплодными. Тогда вы этого не знали, но каждый шаг был испытанием, каждый акт веры ключевым штрихом в духовном коде, который теперь открывает пути, о существовании которых никто и не подозревал. Перелом уже здесь. Будут подписаны контракты, которые вы считали давно умершими, контракты, которые принесут не только финансовое благополучие, но и стабильность вашему дому. Вы окажетесь на встречах, о которых никогда не просили, с людьми, обладающими полномочиями открывать перед вами двери, но которые скажут: «Я не знаю, зачем я это делаю, но что-то подсказывает мне, что я должен это сделать». Это что-то, мой дух, направляющий их руки, чтобы они написали ваше имя там, где раньше вам никогда не открывалось. Возможности появятся там, где никто и представить себе не мог, как вода, текущая в пустыне, как манна, появляющаяся в пустыне. Помните, как я сказал пророку в Исаии 43:19: «Вот я сделаю новое, оно уже возникнет, и вы не узнаете его. Я проложу дорогу в пустыне, реки в степи». Именно это вы сейчас увидите. Ключевой код, который я вам дал, не ограничен человеческой логикой. Он открывает невидимые пути, которые другие никогда не увидят, пока вы сами не пройдете по ним. Ваша семья почувствует эти перемены. Тяжесть, которую вы несли в одиночку, неоплаченные счета, страх потерять дом, постоянное раздумывание над тем, что платить в первую очередь, начнет отступать. Ваши дети увидят вас другими, не обремененными постоянным беспокойством, но способными мечтать, строить планы, говорить «да» без страха за завтрашний день. Супруги вздохнут легче, отношения исцелятся в атмосфере покоя, которую приносит изобилие. Это благословение не только финансовое, оно эмоциональное, ментальное, духовное. Оно восстановит не только ваш банковский счет, но и ваш дом. Это переломный момент в твоей жизни. Я наблюдал, как ты идешь по долине, я видел слезы, которые ты скрывал от всех остальных, и я считал каждую бессонную ночь, которую ты провел под тяжестью страха и финансовых тревог. Ты думал, что о тебе забыли. Ты верил, что дверь заперта навсегда. Но послушай меня сейчас, ключ тронут. Код активирован. Обещанное мною богатство переходит в твои руки не человеческими усилиями, а по божественному повелению. Это не совпадение, это завет. Ангелы посланы с инструкциями, и их миссия ясна – действовать рядом с тобой, устраивать то, что нужно устроить, и расчищать путь,
который был заблокирован годами. Циклы промедления разрушены. Цепи, заставлявшие вас повторять одни и те же потери, одни и те же долги, одни и те же моменты еле-еле сводящего концы с концами, они разрушены во имя мое. Вы больше не будете жить в тени «почти». Почти достаточно денег, почти достаточно мира, почти достаточно возможностей и больше нет. Это начало вашей жатвы. Семена, посеянные вами со слезами, теперь прорастут в радости. Вы увидите перемены в вашем финансовом управлении, самообладании и изобилии. Двери, в которые вы стучались много лет назад без ответа, теперь распахнутся не потому, что вы толкали сильнее, а потому, что я, Господь, повелел им открыться. И я говорю вам, плоды этого прорыва почувствуете не только вы. Ваша семья будет тронута. Ваши дети, ваши родители, ваш супруга, те, кто молча наблюдал за вашими трудностями, увидят, как процветание льется по вашей жизни, словно река, не поддающаяся плотинам. Нехватка, которую испытывали когда-то натянутые отношения, сменится обеспеченностью, божественным благословением и покоем, который невозможно купить за деньги. Я верну то, что было украдено. Я заставлю годы нехватки склониться перед сезоном изобилия. Вы войдете в комнаты, где когда-то чувствовали себя недостойными, и к вам будут относиться с уважением. Эта финансовая трансформация не только избавит вас от долгов, но и заложит основу для процветания целого поколения. То, что я делаю сейчас, не временное решение, а постоянный сдвиг. Я помогаю вам благословлять других, финансировать видение, быть ответом на молитвы, о которых вы даже не подозреваете, что они звучат прямо сейчас. Вы больше не будете бояться телефонного звонка, неожиданного счета или нестабильной работы. Я даю вам стабильность, основанную на моих обещаниях. Золотой ключ Иисуса Христа коснулся вашей руки, и никто, прикоснувшийся к нему, не уйдет с пустыми руками. Но послушайте, дело не только в деньгах. Дело в доверии. Дело в том, чтобы жить каждый день так, словно завет уже исполнился, потому что так оно и есть. Вы должны ходить с верой, говорить с верой, строить планы с верой. Не оценивайте свою жизнь по тому, что видите сегодня, оценивайте ее по тому, что я говорил вам. Богатство – это не только деньги, это эмоциональная регуляция, конец беспокойствам, восстановление вашей самооценки. Я даю вам контроль над тем, что когда-то вами управляло. Я устраняю страх, который руководил вашими решениями, и заменяю его мудростью. Посланные мною ангелы уже работают. Уже сейчас назначаются встречи, имена упоминаются в комнатах, где вы никогда не были, и ресурсы перенаправляются в вашу сторону. То, что когда-то было скрыто, открывается, и то, что когда-то отрицалось, теперь одобряется. Это не ручеек, а поток. Вы увидите череду возможностей, финансовые прорывы и моменты, когда мое время лишит вас дара речи. И когда это наступит, вы узнаете, что это я, ибо это произойдет так, как ни один человек не мог бы устроить. Поэтому я говорю вам, встаньте. Стойте во власти, которую я вам дал. Не отступайте. Провозглашайте своей жизнью каждый день, что урожай уже собран, что пропитание обеспечено, что цикл нужды завершен. Пусть ваши уста согласуются с моим словом, ибо ваше согласие ускорит проявление. Не ждите когда-нибудь, этот день уже настал. Этот час уже настал. Это переломный момент, который будет вспоминаться в вашей семье как день, когда все изменилось. И когда вы увидите это, когда свидетельство о чуде станет вашим, не скрывайте его. Расскажите об этом. Произнесите это. Запишите это. Пусть другие знают, что я верен, что мои обещания никогда не нарушаются, что ключ Иисуса Христа открывает двери,
которые никто не может закрыть. Оставьте комментарий здесь, провозгласите, во что вы верите, произнесите это вслух, как акт веры. Ваше заявление – это семя, которое умножится. А теперь идите, ступайте в изобилие, обретите прорыв, и пусть мир увидит, что произойдет, когда я коснусь кода вашей жизни и передам вам в руки сокровища небес. Это ваш момент. Примите его. Это переломный момент в вашей жизни. Вы переступили невидимый порог, и ничто уже не будет прежним. Ключ открыт. Код активирован. Богатство, которое удерживалось, запасы, казавшиеся запертыми в другом мире, теперь высвобождены в ваш мир. Я послал своих ангелов, быстрых, точных, непоколебимых, с приказом действовать рядом с вами. Они теперь проходят через ваш дом, через ваше рабочее место, через каждый банковский счет, каждый контракт, через каждую дверь, которая когда-то была накрепко заперта перед вами. Циклы задержек, эти невидимые цепи, опутывавшие вашу судьбу, разрушены. Услышьте меня, жатва началась. Семена, которые вы считали потерянными, проросли за одну ночь, и плоды поразят вас. Этот момент наступил не случайно. Он не был случайностью или человеческим усилием. Он наступил, потому что вы держались, потому что даже когда страх сжимал тиски, а финансовая тревога тяготила вас, словно шторм, вы держались за веру. Вы отказались поддаться отчаянию. Вы произнесли утверждения, которые я прошептал вашему духу. Вы помнили мои библейские обещания, даже когда враг насмехался над вашей надеждой. И теперь вы увидите своими глазами, как открываются двери, которые никто не может закрыть. Возможности представятся сами собой без объяснений. Люди будут проявлять к вам благосклонность, не зная почему. Контракты, одобрения, ресурсы и финансовые прорывы потекут к вам, как реки, вливающиеся в море. Это не случайное благословение, это божественное благословение, уготованное вам еще до вашего рождения. Ваша семья почувствует перемены. Напряжение в воздухе спадет. Разговоры, когда-то полные тревоги, теперь будут наполнены смехом и облегчением. Долги, не дававшие вам спать по ночам, начнут исчезать один за другим. Счета будут оплачены полностью, не путем борьбы и борьбы, а благодаря моей поддержке, поступающей в ваши руки. Выписки по кредитным картам, которые когда-то вселяли в вас ужас, станут свидетельством моей силы стирать бремя. Ваши дети увидят разницу. Они станут свидетелями ваших финансовых преобразований и научатся доверять мне свою жизнь. Это не только ваша победа, но и их тоже. Благословение передается из поколения в поколение. Не отступайте сейчас. Не позволяйте страху нашептывать ложь о необратимости этих перемен. Идите с верой. Живите обещанием. Жатва уже началась, и я не позволю пожирателю коснуться ее. Существует действующий закон, божественный указ, согласно которому то, что высвобождено в вашу жизнь, будет умножаться. Я повелел небесным сокровищницам открыться над вами. Вы вступаете в процветание, но это не только деньги. Это мир, стабильность и контроль. Это конец постоянной финансовой тревоги и рождение финансового покоя. Я даю вам мудрость управлять изобилием, самообладание, чтобы его защищать, и видение, чтобы использовать его для более высоких целей. Помните золотой ключ Иисуса Христа. Кто бы ни прикоснулся к нему, он никогда не уйдет с пустыми руками. Этот ключ сейчас в вашей руке. Вы не просто открыли доступ к дарам, но и обрели влияние, защиту и божественную связь. Люди будут искать вашего совета, потому что увидят в вас свет прорыва. Они почувствуют, что нечто сверхъестественное направляет ваши шаги. И вы скажете им: это Бог, это Его время,
– это его дар. Этот момент станет вашим свидетельством о чуде, истории, которую вы расскажете, чтобы вдохновить других, оказавшихся в ловушке того же, что и вы. Некоторые спросят вас, как это произошло. Они попытаются свести это к моменту человеческих переговоров, к счастливому случаю, к случайной встрече. Но вы узнаете правду. Это произошло, потому что небеса сдвинулись. Это произошло, потому что вы несли золотой ключик и имели веру, чтобы держать его, пока он не повернется. Это произошло, потому что вы выстояли до конца. И теперь я должен сказать прямо, вы вступаете в изобилие, но изобилие приходит с ответственностью. Я даю вам богатство не только ради роскоши. Я даю вам влияние, ресурсы и все необходимое, чтобы вы могли стать хранителем справедливости и проводником благословений. Есть люди, чьи молитвы будут услышаны через вас. Есть потребности, которые я удовлетворю, вложив решение в ваши руки. Поток, который я вливаю в вашу жизнь, должен течь через вас, а не останавливаться на вас. Будут моменты, когда вы почувствуете искушение отступить, сказать «это слишком для меня». Но помните, я привел вас сюда не для того, чтобы подавить, я привел вас сюда, чтобы утвердить вас. Вы стоите не на зыбкой почве, вы стоите на фундаменте, который я построил для вас. Враг будет нашептывать, что это временно, что вы можете потерять его в любой момент, но я говорю вам сейчас, то, что я даю надолго. Единственный, кто может прервать этот поток, это вы сами, сомневаясь, удерживая, забывая об источнике. Так что смело вступайте в этот новый сезон. Когда придут контракты, подписывайте их без страха. Когда появятся возможности, используйте их без колебаний. Когда появится возможность, используйте ее мудро, щедро, осознанно. Не тратьте время. На размышление о том, достойны ли вы, моя кровь сделала вас достойными. Не тратьте силы на страх, надолго ли это, мой завет гарантирует это. Взгляните на ключ в своей руке. Это не просто предмет, это свидетельство исполнения обещания. Тот же ключ, что открыл небесный свод, будет открывать двери и в будущем. И, пользуясь им, помните, что это еще не конец истории. Это задел на будущее, которое будет еще более великим. То, что вы вот-вот получите, это только начало. Теперь я призываю вас действовать верой, еще раз оставьте свое заявление здесь, в комментариях, как свидетельство того, что я делаю в вашей жизни. Напишите его так, как будто это уже произошло, потому что в небесном времени это так и есть. Произнесите его с уверенностью, с благодарностью, с ожиданием. Передача произошла. Ключ повернулся. Я хожу в изобилии. Пусть ваши слова запечатают то, что открыла ваша вера. Это ваш момент. Время ожидания закончилось. Переломный момент уже наступил. То, что было не в тех руках, теперь в ваших, и ничто не сможет это отнять. Идите вперед. Владейте. Живите так, как будто вы благословлены при входе и выходе. Золотой ключик сделал свое дело, и ваша жизнь уже никогда не будет прежней. Это переломный момент в вашей жизни. Поворотный момент. День, который небеса записали как начало новой главы для вас. Ключ был открыт. Код активирован. Богатство, которое было спрятано, снова в ваших руках. Это не просто вдохновляющее послание, это декларация, запечатанная в небесных чертогах. Ангелы, назначенные вам, уже действуют, выполняя конкретные приказы, чтобы направить людей, ресурсы и возможности в вашу пользу. Циклы задержек, которые когда-то заставляли вас ждать, сомневаться и изнурительно ждать, разорваны. Больше никаких бесконечных циклов стартов и остановок,
надежд и поражений. Это время, когда семена, посеянные вами верой, молитвой и послушанием, начинают приносить плоды. Жатва началась не в следующем месяце, не в следующем году, а сейчас. Каждый день с этого момента несет в себе аромат прорыва. Каждый ваш шаг – это шаг глубже в поток пропитания и благодати, который я уготовил для вас. Вы сразу же начнете это замечать. Двери, которые вы раньше не могли открыть, распахнутся настежь, словно ожидая вас. Разговоры внезапно изменятся в вашу пользу. Ситуации, казавшиеся застывшими, начнут двигаться. Невозможное согнется под тяжестью моего слова, сказанного над вашей жизнью. Ибо написано в Откровении 3:8: «Вот, я положил перед тобою дверь открытую, которую никто не может затворить». Эта дверь теперь перед тобой. Но услышьте меня, чудеса будут происходить не только вокруг вас, но и через вас. Живя в вере, вы обнаружите, что внушаете другим жизнь, предлагаете решения и даруете надежду там, где ее не было. Так действует мое царство. Благословение никогда не должно останавливаться на вас. Оно должно течь через вас, как река, принося освежение и восстановление всем, кого оно коснется. Тот, кто прикасается к золотому ключику Иисуса Христа, никогда не уйдет с пустыми руками. Это не просто обещание, это реальность, в которую вы вступаете. И по мере того, как вы увидите, как это происходит, вы без тени сомнения поймете, что именно я сделал это возможным. Я был с вами в ожидании и буду с вами в изобилии. Итак, вот о чем я вас прошу, не дайте этому слову померкнуть. Пересмотрите это послание. Пусть оно глубоко укоренится в вашем духе. Поделитесь им с тем, кому оно так же необходимо, как и вам, ведь тот же Бог, который движется ради вас, готов двигаться ради них. Поставьте лайк к этому видео в знак публичного согласия с тем, что я сказал, и подпишитесь, чтобы не пропустить следующее слово, которое я дам вам. И прежде чем завершить этот момент, оставьте свое свидетельство в комментариях. Напишите, во что вы верите. Провозгласите, что вы получили. Пусть ваши слова станут памятным камнем в цифровом пространстве, отмечая день начала вашей жатвы. Другие прочитают это и укрепятся в своей вере, и вместе ваши голоса вознесутся в победный хор. Это начало, а не конец. Вы вступаете в период, когда чудеса – обычное дело, когда благоволение сопутствует вам, а двери остаются открытыми. Золотой ключик в вашей руке. Ангелы рядом с вами. Жатва уже в пути. Теперь идите вперед с верой, живите обещанным и наблюдайте, как чудеса происходят прямо на ваших глазах.